Каждый человек хотя бы раз слышал историю собаки по имени Хатика. Этот пес, потерявший своего хозяина, известен на весь мир тем, что 10 лет ждал его на железнодорожной станции. Однако не все знают, что и в нашей стране есть похожая история. Вот только собака прождала даже больше, чем именитый Хатика. В 2005 году в городе Комсомольск-на-Амуре на пешеходном переходе недалеко от центрального сквера автомобиль совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вместе со своей собакой. К сожалению, мужчина погиб на месте, а собака отделалась легкими ушибами. Никто точно не знает, куда после происшествия делась рыжая дворняжка, но какое-то время она отсутствовала, и ее никто не видел. Через какое-то время жители города начали замечать собаку, одиноко сидящую на обочине дороги и встречавшую каждый автобус помахиванием хвоста. Но каждый раз дворняжка не находила того, кого искала, и продолжала ждать дальше. Как можно догадаться, это была та самая собака, чей хозяин погиб на переходе. Ее звали Найда. Местные жители восхищались преданностью Найды и пытались ей помочь. Друг того самого погибшего мужчины даже забрал Найду к себе, но собака через несколько дней просто сбежала, чтобы вернуться на свое место. Понимая, что насильно мил не будешь, друг сколотил для собаки будку, которую поставил недалеко от дороги. В сильные холода или дожди собака могла укрываться в ней, при этом глядя на дорогу. Местные жители, которым была небезразличная жизнь преданной и верной собаки, подкармливали ее, но Найда ко всем чужим людям относилась настороженно. Корм брала только у тех, кого уже знала, а от чужих людей шарахалась в сторону. Стоит отметить, что это было не просто так, некоторым людям было неприятно видеть собаку на остановке, и в Найду не раз летели палки и камни. Как-то раз группа подростков заперла Найду в ее же будке и подожгла ее. Найду спас тот же друг, что эту будку и построил. Мужчина выходил собаку, залечил раны, и она снова оказалась на месте своего вечного дозора. Однажды администрация города решила отремонтировать сквер и отправила собаку на время строительных работ в один из местных приютов. Собака погрузилась в депрессию, хотя обращались с ней в приюте хорошо. Найда целыми днями металась в своем вольере, скулила и гавкала, она хотела вернуться. Однажды администрация города решила отремонтировать сквер и отправила собаку на время строительных работ в один из местных приютов. Собака погрузилась в депрессию, хотя обращались с ней в приюте хорошо. Найда целыми днями металась в своем вольере, скулила и гавкала, она хотела вернуться. Активисты, узнав о том, что собаке плохо в приюте, организовали сбор подписей за то, чтобы Найду выпустили из приюта. Власти города поддержали данную затею, и вскоре Найда снова была на своей остановке. Мало того, местные жители построили для верной собаки сразу 2 будки. Попутно жители города организовали акцию по сбору средств на постройку памятника для дальневосточной Хатика, как это было сделано в Японии. По слухам, шефство над Найдой взяла на себя местная жительница по имени Татьяна. Конечно, это не означало, что собака жила у нее, ведь Найда все так же продолжала ждать своего хозяина. Однако женщина подкармливала ее и следила за ее здоровьем. Впрочем, Найде было не суждено увидеть свой личный памятник. В 2016 году, по злой иронии, собаку сбил автомобиль. Активисты и волонтеры быстро подоспели на помощь и отвезли раненую Найду в центр за Спас, где врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, сделать ничего было нельзя, и 20 августа Найда отправилась на долгожданную встречу со своим любимым хозяином. Она умерла на руках той самой женщины Татьяны, которая за ней ухаживала. Памятник верности и преданности Найды установили недалеко от той самой автобусной остановки, где дворняга провела больше 12 лет. Отдельно стоит упомянуть и врачей, которые сообщили, что собака умерла не от полученных ран, а скорее от старости. История верной собаки широко разлетелась по всей стране. Многие люди писали на своих интернет-страничках теплые слова и жалели Найду. Нам же остается надеяться, что она наконец-то встретилась со своим хозяином и у них теперь все будет хорошо. А ведь не только собака может быть преданной, но и обычный лебедь, который сильно тоскует по своему спасителю.